Друзья, добрый день! Предлагаю сегодня приготовить классический эмеретинский харчо. Наверное, этот суп знает большинство людей, живших в Советском Союзе, и для многих он олицетворяет грузинскую кухню. Харчо варят на говядине. Здесь у меня примерно 1,5 килограмма жирной грудинки. Разрезала ее на несколько частей, чтобы удобнее было варить. Поместила в кастрюлю и залила холодной водой. Также для бульона мне понадобятся стебли петрушки. Завязываю их кулинарным шпагатом, чтобы потом проще было вынуть. Обязательно снимаю пену, и как только бульон начнет кипеть, закладываю туда зелень, несколько штук кислой сливы, луковицу прямо в шелухе, пару горошин душистого перца и несколько горошин обычного черного. Снижаю огонь, закрываю крышкой и варю до готовности. Когда бульон сварится, лук, кислую сливу и зелень я выкидываю. Мясо выкладываю на тарелку, присаливаю его, и когда оно остынет, разрезаю на небольшие кусочки. Часть жира с мяса я удаляю, так как у нас в семье не все любят жирное мясо. Четыре средних луковицы нарезаю мелким кубиком. Помидоры тру на крупной терке, так, чтобы шкурка осталась в руках. Мелким кубиком нарезаю несколько штук кислой сливы. Также можно взять пастилу из алычи. В Грузии ее называют тклапи. Выбирайте самую кислую. Нарезаю колечками острый перец. Обжариваю лук до золотистости. Добавляю эмеретинский шафран и все хорошо перемешиваю. Теперь добавляю помидоры вместе с выделившимся соком. Вместо свежих помидоров можно взять консервированные в собственном соку. Добавляю рис, прогреваю пару минут и заливаю процеженным бульоном. Затем забрасываю кислую сливу и возвращаю мясо. Добавляю пару лавровых листиков и острый перец. 1 чайную ложку харчо сунели. Если харчо сунели у вас нет, можете взять хмели сунели и добавить еще немного эмеретинского шафрана. Добавляю соль, перемешиваю, снижаю огонь и варю до готовности риса. За это время подготавливаю зелень. Нарезаю листья петрушки, стебли которой мы бросили в бульон, и большую половину кинзы. Оставшуюся часть кинзы вместе с чесноком и крупной солью измельчаю в ступке. Когда рис готов, добавляю туда зелень и чесночную пасту, которую мы измельчили. Все перемешиваю, выключаю огонь и накрываю крышкой. Даю настояться 20-30 минут. Разливаю суп по тарелкам, немного присыпаю свежей зеленью. Посмотрите, какой красивый, яркий этот суп получается. Он очень вкусный, ароматный, насыщенный. Спасибо вам за просмотр, желаю хорошего дня и вкусной еды.